Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 30 декабря, суббота и предпоследний день этого 2023 года. И вы знаете, сегодня очень важно сделать одну вещь. Для чего? А для того, чтобы на протяжении всего 2024 года вы жили в изобилии, достатке и благополучии. Обязательно проведите эту практику именно в этот день и скажите определенные магические слова. Давайте с вами разбираться, а что сегодня у нас за такой волшебный магический день, который поможет вам в жизни, и мы с вами уже готовимся к новому 2024 году. Итак, друзья, сегодня 30 декабря, сегодня у нас с вами суббота, многие люди отдыхают, не идут на работу, но это не значит, что нужно расслабляться. Сегодня очень важно, нужно провести практики, обратить внимание на определенные моменты вашей жизни. По лунному календарю, друзья, у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Лев, и сегодня у нас с вами 18 и 19 лунные сутки. А что же этот день нам с вами несет? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что этот день подталкивает нас к тому, чтобы мы последние дни, последние часы продумали, что мы хотим, желаем видеть, слышать, чувствовать от 2024 года. Вы знаете, для кого-то этот год будет волшебный, для кого-то он будет магический, но все равно последние дни подготовки, они также очень важны. Поэтому сегодня избавляйтесь от дурных мыслей, избавляйтесь от каких-то нечистых помыслов. Если вам что-то не нравится в вашей жизни, сядьте и подумайте о том, как вы можете от этого избавиться, что вам нужно убрать или как вам нужно начать заново жить. Иногда это очень сложно. Напомните о том, что только вы можете для себя принять решение, как вы можете поменять свою жизнь. Также постарайтесь сегодня по-другому посмотреть на свое окружение, на тех людей, которые, возможно, вас злят, которые вас постоянно обманывают. Знаете, обман – это не есть хорошо, и люди в вашем окружении очень часто обманывают. И они думают о том, что нет, они же не обманывают, они считают, что не делают ложь во благо, но это не так, потому что между родными, между близкими людьми, те, которыми людьми, как один из людей думает о том, что он прошел какой-то определенный путь, не должно быть лжи и обмана, потому что когда есть такое, то вы знаете, не хочется, наверное, двигаться дальше, да, и здесь у каждого задача сделать определенные выводы. Иногда это сложно сделать выводы, особенно когда человек оказывается в тех или иных не очень хороших ситуациях, но мы, каждый из нас, мы сильны, мы творцы, и я желаю вам, чтобы вы поменяли свою жизнь, даже если вам на данном этапе и очень тяжело. Постарайтесь увидеть себя со стороны и понять для себя, а как вы хотите жить, с кем вы хотите быть, чего вы хотите от жизни. Не зацикливайтесь на том, что вас останавливают дети или родители. Помните о том, что каждый из нас приходит в этот мир, каждый рождается один, и каждый из нас уходит также один. При этом, уходя в тот нематериальный мир, мы даже не можем взять паспорт свой или взять то, что мы нажили за определенный период времени. Поэтому нужно научиться легко со всем прощаться и начинать новую жизнь. Кроме того, те события, которые сегодня могут проявляться в вашей жизни, вам нужно быть внимательным и осторожным. Почему? Потому что они могут вам показать то, что вам нужно поменять в своей жизни, то, что вам нужно изменить в своей жизни. И очень важно это сделать вот в предпоследний день этого 2023 года. Если вы заметили, то этот год, 2023, он достаточно очень быстро пролетел. Помните, был январь, февраль, потом у нас с вами были определенные события в мае, в июне, потом октябрь, и вот уже с вами предпоследний день. Главное, сегодняшняя ваша задача не обращать внимания на тот негатив, который идет внешне, и стараться внутри себя держать этот стержень
и не поддаваться тем негативным событиям, которые происходят в жизни многих людей. Кроме того, не будьте сегодня пассивными. Сегодня очень важно быть, знаете, не то чтобы даже активным, а именно гиперактивными. В вашем окружении сегодня могут появиться люди, которые будут стараться вас выбить из колеи, показать как-то по-другому мир. И ваша задача не подражать таким людям, не следовать их мыслям, а чувствовать, слышать свое сердце. Это в первую очередь очень важно. Также обращаем ваше внимание, что у некоторых людей сегодня в вашем окружении будут люди, которые будут обманывать, которые будут каким-то образом говорить какие-то сладкие слова. Для чего? Для того, чтобы иметь свою определенную выгоду. Поэтому вам не стоит на это смотреть, не стоит на это обращать никакого внимания. Также, к сожалению, сегодня люди могут подводить друг друга ввиду того, что энергетика все-таки этого дня, она немножко сбивает некоторых людей, поэтому если вы видите, что вам сегодня обещают, говорят, но в конечном итоге это не сделают, сделайте выводы, подумайте о том, что вы не стоит это того, чтобы вы тратили время на других людей. Также следите сегодня за своими дурными привычками и мыслями. Постарайтесь в этот день отказаться от эгоизма, от тщеславия, иллюзий, неизменных инстинктов. Постарайтесь увидеть себя со стороны и постарайтесь, что немаловажно, объективно оценить себя. Что же касательно бизнеса и денег, знаете, сегодня очень хороший день для бизнеса, для того, чтобы продавать, для того, чтобы оказывать какие-то услуги. Люди сегодня очень легко будут идти на то, чтобы договариваться. Поэтому занимайтесь текущими вопросами, операционными вопросами, если у вас свой бизнес есть. Ну а если вы работаете в компании, то, знаете, сегодня очень важно вообще тогда вам не думать о работе, потому что в вашей жизни сейчас вся энергия должна быть направлена на дом, на вашу семью, на детей, внуков. Это очень важно осознавать, девочки, мальчики, и понимать. Если мы говорим о каких-то финансовых вопросах, то сегодня успешно решаются именно простые финансовые вопросы. Если у вас не оплачены есть коммунальные услуги, вы кому-то даже небольшую сумму денег, попытайтесь в этот день рассчитаться, закрыть эти долги, чтобы в Новый год не быть с долгами. На что, если мы говорим сегодня о вашем здоровье, то обратите внимание в этот день, 30 декабря, на почки. Они в этот день, к сожалению, ослаблены и могут появиться кожные болезни и вскрыться какие-то старые раны. Также сегодняшний день хорош для процедур омоложения, массажа с кремами, с маслами. Также сегодня хорошо заниматься чисткой кишечника. Если у вас есть желание, то вы можете голодать или постарайтесь сегодня отказаться от мясной пищи, в том числе и от жирной. Также будьте сегодня очень осторожны с любым лечением и постановкой диагноза. Если вы чувствуете, что что-то не так, обратитесь к другому врачу. К сожалению, идут уже праздники, но в частных компаниях, в частных поликлиниках там всегда работают, поэтому если вас что-то смущает, не ждите после праздника, а занимайтесь своим телом, своим здоровьем сейчас, потому что бывает так, что такие болячки, бывает, что время идет не на дни, а даже на часы. Если мы говорим о стрижке волос в этот день, 30 декабря, то стрижка волос приведет к потере собственности, краже, могут заболеть даже ваши домашние животные. На что еще рекомендую вам обратить внимание, это то, чтобы вы в этот день поддерживали благоразумие и сдержанность. Даже если вам сегодня что-то и сложно, и тяжело, то, что вы хотели, то, что вы планировали, у вас не получается, не расстраивайтесь. Главное сделать уроки, вынести, работу сделать над ошибками и постарайтесь перенести на следующий, уже 2024 год. И вы знаете, 2024 год для многих людей это будет год исполнения их желаний. Вот ваша задача, ваше желание
чтобы оно исполнилось. А оно исполнится только в том случае, если вы будете желать и хотеть этого. Также сохраняйте сегодня ясность ума и, конечно же, оценивайте себя и свои поступки. Обращаем ваше внимание, что сегодня могут в вашем окружении быть люди, которые будут стараться обвинить вас в каких-то ошибках, в каких-то моментах в жизни. Поэтому ваша задача просто с мудростью смотреть, улыбаться и, как говорится, делать свое дело. Также старайтесь сегодня отказываться от вредных привычек. Также, если вы любите использовать духи, то не надо их использовать чрезмерно. Сегодня это не тот день, чтобы использовать духи. Далее, на что еще стоит обратить внимание, это на общение с начальством. Если вы сегодня работаете, вы что-либо сегодня обсуждаете со своим руководством, с непосредственным начальником, то обращайтесь к руководству только с мелкими и с текущими вопросами. Также, если мы говорим о месте работы, смене места работы, то сегодняшний день не подходит для этого. Сегодня также не стоит заниматься недвижимостью, то ли это покупка, продажа, обмен. Сегодня это ни к чему. Обращаем на это ваше внимание. Если мы говорим о выяснении отношений, то сегодня тоже не рекомендуем выяснять отношения, потому что толком ничего не будет, это будет только ругань, и ни к чему нормальному это вам не поможет. Обращаем на это ваше особое внимание. Далее, на что еще, друзья, рекомендуем вас обратить внимание, девочки и мальчики, это на зачатие. Сегодня неподходящий день для зачатия. А вот физические нагрузки в этот день вполне подходящие. Поэтому если вы любите спорт или сегодня прогулка, хотя бы полчаса, это самое то. Также сегодня можно делать мелкие домашние дела, в том числе и мыть полы. Что же касательно снов, то сны подсказывают пути к исцелению от болезни. Правда, они часто могут сбываться, обращаем ваше внимание, поэтому все-таки стоит к ним прислушаться. Теперь давайте посмотрим, что нам же говорит Архангел Михаил на этот день, 30 декабря. Итак, друзья, выпала карта на сегодня от Архангела Михаила, которая звучит следующим образом. Решите быть счастливым уже сейчас. О чем же эта карта? Карта говорит о том, что вам нужно остановиться и перестать бегать как белка в колесе, потому что высшие силы, они вас слышат, и ваша сейчас задача услышать вот те знаки, те подсказки, которые идут сверху. Дело в том, что если вы будете просто сидеть и ждать у моря погоды, это тоже не выход из ситуации. Ваша задача искренне чувствовать, искренне понимать, что вам нужно и что вам нужно для того, чтобы быть счастливым человеком. Вы понимаете, вот для каждого человека счастье это свое. Для кого-то иметь мешок денег это счастье, а для кого-то иметь свою семью, детей, внуков это будет свое счастье. А для кого-то счастье просто быть здоровым. И это также счастье. Поэтому каждый сам для себя выбирает то счастье, которое он хочет иметь в своей жизни. Также обязательно в этот день, 30 декабря, поблагодарите высшие силы, поблагодарите ангела-хранителя за те блага, мыслимые и немыслимые, которые есть в вашей жизни. Также вы можете прописать прямо сейчас в комментариях: «Я благодарю высшие силы, Бога, ангела-хранителя, архангела Михаила», и напишите за что. Не нужно расписывать сочинение на свободную тему на 10 листов, но хотя бы тезисно пропишите. Вот просто вот подводя итог 2023 года, вот чему вы хотите, за что вы хотите поблагодарить высшие силы. Также старайтесь сегодня больше радоваться, получать удовольствие. Даже если вас кто-то раздражает и вам это не нравится, старайтесь на это не обращать внимания. Конечно же, не нужно сегодня не драматизировать, потому что когда вы драматизируете какие-то те или иные события, вы должны понимать, что вы притягиваете негатив. И постарайтесь в свое сердце впустить любовь. А молитва, которую мы рекомендуем вам произнести в этот день, 30 декабря, друзья, звучит следующим образом. Спасибо тебе за то, что помог открыть мое сердце счастью, радости и блаженству. Теперь я хочу видеть все добро, которое есть в моей жизни.
заранее напоминаем, эти слова молитвы будут в описании к этому видео. И, друзья, практику, которую мы рекомендуем вам провести, которая привлечет деньги уже в 2024 году, нужно сделать следующее. Сегодня в любое время, главное, до захода солнца, вам нужно обязательно в доме промыть полы, сделать влажную уборочку. Вы можете это сделать с несколькими капельками святой воды. Или не святой воды, вы можете взять монеты, именно монеты, бросить их в ведро, пусть они минут 15-20 побудут в ведре, потом нужно их вынуть и вот этой денежной водичкой мыть полы. Если у вас ничего нет, у вас нет времени, хотя бы просто возьмите, просто наберите в ведро воды, и когда будете мыть полы, обязательно скажите следующие слова: полы мою, деньги приглашаю, дорогу за изобилию и достатку открываю. Истина, да будет так. Вот эти слова очень здорово, если вы будете произносить, пока вы будете мыть полы. Но, пожалуйста, моем полы и в ванной, и в коридоре, и в туалете, и на кухне, в спальне, везде, везде, везде. Это очень важно. И таким образом вы откроете дорогу вот тем мыслимым и немыслимым благам, которые вам, именно вам нужны на следующий 2024 год. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.